Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это учение о Боге, система унифицированного управления. В данной теме я показываю технологии, когда в зависимости от цели управления человек должен освоить ту систему управления, которая, вообще говоря, необходима для совершения того или иного действия, именно управляющего, через макроспасение. А также рассматриваю технологию познания, когда любой объект управления может быть освоен. То есть в данном случае управление такое, что когда, например, у человека существует некая, скажем так, область управления, которая перед ним, предположим, выглядит в виде конкретной области, да, например, мы можем выделить, взять область любой формы, например, это пусть будет сфера. И нам нужно рассмотреть, как следует, например, сделать управление, чтобы данная область была в области как бы управления будущими событиями. То есть мы должны в любом случае будущие события реализовать так, чтобы любая промежуточная система была освоена. То есть формально это означает полную унификацию действия как по отношению к самому объекту действия, так и по отношению как бы к предмету или к способу действия. То есть человек должен уметь научиться фактически любой системе управления, в зависимости от цели управления, и при этом данный как бы процесс обучения должен быть универсальным. То есть он должен понимать, что он может освоить практически все то, что ему требуется. Вообще говоря, при вечном развитии это достаточно обычный вариант. То есть человек может за вечное количество лет освоить любую систему управления, да, любую систему профильную, социальную и так далее. То есть фактически это означает, что человек совершенно универсально должен, вообще говоря, реагировать на всю систему внешнюю, внутреннюю и суметь за счет в большей степени структуры души выправить как бы всю бесконечную реальность перед собой так, что он осваивает все, что ему нужно, во-первых, да, по личному желанию, а также осваивает все, с чем, например, приходится ему сталкиваться. И исходя из этого, вот именно уровень некого универсализма, так скажем, да, унифицированности действия, таков, что он, вообще говоря, должен заранее уметь получить систему управления фактически перед собой, то есть до начала действия. А учитывая, что система действия, она фактически как бы бесконечная, то есть мы имеем развитие в бесконечность событий, то получается, что когда человек, например, находясь в фазе событий, где-то здесь конкретно, да, до уровня события, начинает реагировать с каким-то удаленным событием, то вот этот вот именно переход действия, да, удаленного события на человека, надо здесь повнимательнее смотреть за рукой. То есть время, да, закручивается бесконечно так, что оно как бы в виде некого такого кольца сначала, потом идет сворачивание в виде восьмерки, этого типа ленты Мёбиуса, односторонняя поверхность. И мы получаем в источнике, как бы, да, что человеку приходится сталкиваться с событием, которое как бы приросло, если так можно сказать, в кавычках, конечно, приросло ко всему бесконечному пространству времени. То есть формально, работая с одним событием, человек вынужден практически преодолевать сопротивление бесконечной величины. А тогда он должен сам иметь бесконечное значение. Да? Его тело должно иметь бесконечную систему как бы, соответствующей реакции, что ли. Потому что бесконечная среда создает бесконечный уровень. И поэтому здесь, чтобы событие как бы подготовить, то есть человеку нужно освоить фактически все явления, которые существуют, да, в предмете управления. И по аналогии с тем, как делает Бог, он в любой момент готов сделать управление. То есть он как бы подходит к событию так, что у него есть ресурс, методы управления и так далее. И поэтому здесь Бог сам является вечным, поэтому для него это естественное действие. То есть для вечного уровня действие всегда естественное. Изначально вечный он всегда выбирает одно точное, единственное действие, которое уже не существует как бы в системе вариантов, да, а существует только как одно действие. Поэтому человеку нужно стремиться
в момент такого управления быть вечным именно на уровне логики познания. И здесь совершенно четко понятно, что вот, например, человек, который смотрит на реальность, там, горизонт, и, например, он видит какую-то систему развития в этом горизонте, он все-таки стыкуется с определенной вечной величиной. Даже если человек смотрит там на горизонт, он все равно считает, что дальше какое-то безграничное пространство. То есть даже его зрение, да, соприкасается с вечным уровнем как бы внешнего управления по отношению к нему. Но он, тем не менее, знает, куда он должен идти, и как двигаться, и что ему делать. То есть вечная структура как бы не влияет на автономность его решений, да, его поведения, ну, кроме каких-то ограничений там, физических, если это горы, он может их обойти, например. Ну, поэтому, когда мы, или наоборот, залезть на гору. То есть вот здесь вот получается, что уровень как бы внутренних решений, он формально как бы вообще не связан с внешней системой. Но для Бога, значит, внутреннее решение и внешнее это есть все-таки единая величина. Он же в один момент совершает все действие в этом мире. И у Бога где-то есть вот переход, где Он осуществляет вот это вот влияние в одном импульсе на всю бесконечную реальность, как внутреннюю, так и внешнюю. То есть у него есть как бы уровень контроля над внутренней и внешней реальностью. И вот этот уровень контроля заключается в том, что он успевает осваивать, с точки зрения человека, он успевает осваивать всю систему контроля и управления до возникновения ситуации. Это так в логике человека. А для Бога это, вообще говоря, единый совершенно вариант управления, где вы имеете практически, ну скажем так, тот уровень, который фактически для Бога составляет его самого. То есть Бог как бы именно в системе познания, да, в системе манифицированного какого-то действия, он познает себя, то есть он видит себя. То есть его познание выражается в том, что он берет и смотрит на себя фактически, вот с точки зрения логики человека. Следовательно, чтобы человек универсально освоил любое действие, он должен в любом событии воспринимать себя. И вот когда он в центре этого события, как бы отработанного события, да, видит себя, значит он универсально готов преодолеть какие-то промежуточные системы. Ну это вот я вывел просто этот закон, да, управления из логики действия Бога. Потому что действительно, вот, например, для Бога этот элемент достаточно прост, вот, с точки зрения того, чтобы этот элемент передать как знание человеку. Ведь Бог всегда в мире ставит определенная система развития, чтобы они были показательными. Почему какой-то вот рельеф какой-то горы, да, и почему человек все-таки обошел гору, да, например, если нужно. А он же воспринимает там, ну, какой-то элемент действия, который ему позволяет как бы проникнуть в большей степени во внутреннюю сущность этой горы. Вот, чтобы принять решение, человек на самом деле на информации входит во внутреннюю систему горы, он воспринимает сущность горы в целом, тогда он решает, там, идти на нее, да, взбираться или нет. То есть все-таки больше не внешний признак. Потому что понять, как бы прослушать гору, да, или там местность, это понятие другое, прослушать горизонт. И вот этот вот уровень управления, этот уровень как бы универсального управления, он говорит о том, что в унифицированной системе управления следует всегда воспринимать более глубокий, то есть динамичный смысл любого статичного явления. Потому что если мы имеем там даже динамичное явление какое-то, то есть мы имеем динамику информации, то мы можем в этой динамике как бы выбрать область, которая в данный момент неподвижна, да? Или сегмент, который, например, не совершает движения. То есть взять и, предположим, вырезать из динамики какую-то точку даже определить. Или вообще настолько сократить время, что движение не успевает совершаться. Тогда это будет неподвижность. То есть минимизация времени в действии, это есть более статичная величина, получается. Тогда мы больше как бы вырезаем пространство, да, если мы минимизируем время. И получается, что если мы хотим познать форму Бога, нам надо время уменьшить до нуля фактически.
тогда мы видим форму Бога. А форма Бога, ну это и есть обычный человек, да, форма человека, но форма человека, распространенного в духовном плане на именно вечное будущее развитие. То есть на самом деле первичный уровень формы — это и есть дух человека. И дух Бога, который вот как бы в бесконечном удалении и в виде приближения к человеку, то есть Бог духовно стремится к человеку. И при духовном стремлении человек получает знание Бога. Поэтому именно универсальный уровень управления состоит в данном случае в том, что вы имеете фактически на духовном уровне полную универсальность, когда вы видите, воспринимаете движение Бога к вам, то есть движение Духа Бога к вам. И когда вы начинаете вот этот уровень управления реализовывать как систему как бы дальнейшего действия, то получается вот с точки зрения чисто вот прагматичной стороны, как универсально подготовиться, например, человеку быть целителем. Да? Вот он считает, например, что он должен там в перспективе, там, например, вылечить кого-нибудь. Или вообще всех там. Не суть важно, он должен научиться. Тогда он должен себя поставить в положение, как бы, получается, ну, такого человека, который должен освоить технологию целительства. Что он должен для этого в первую очередь делать? Значит, с точки зрения движения вот именно технологии Духа Бога к человеку, он должен суметь распознать духовный, да, статус действия. Ну и понятно, целительство, например, это духовное действие. Затем он должен, например, сделать какие-то технологические системы управления, то есть сначала их он должен изучить, но где-то их должен взять. Например, там в моем учении много каких-то именно технологических подходов. Значит, но здесь вопрос технологически упирается в структуру сущности. Вот где выбрать правильное решение, да, например, множество решений, или там вот как некая гора, там пространство, любая информация, но там надо знать внутренний смысл, как бы прослушать систему. И в статичной системе это понятно, там горизонт, физическая реальность, а вот динамично в знаниях, как выбрать точный путь познания, да, чтобы уже универсально, профессионалам как бы прийти к действию. А получается, что в данном случае само знание несет механизм сходный с тем, как вообще движется Дух Бога. Вот движение Духа Бога — это и есть, в общем-то, само знание в чистом виде, но правда, если смотреть со стороны, как бы. Если вот войти в само знание, да, в сам процесс движения, как бы вот внутри синхронно двигаться, то это все равно, что войти в водопад там, и видеть только воду, а если выйти со стороны, видно, что это водопад. И вот именно сторонняя точка зрения, с точки зрения личности, сформированная личность — это всегда внешний контроль. То есть физическое тело человека — это всегда внешний контроль. То есть Богу не нужно было, как я тогда говорил, он осуществляет с точки зрения человека все время как бы успевает, да, делать внешний контроль. Вот в сегодняшнем семинаре как раз я об этом говорил с точки зрения динамики действия. То есть не просто, а я показывал там на уровне духа динамику. И вот можно как бы одновременно со мной проуправлять этим как бы прошлым событием в начале, да, сегодняшней лекции, то мы можем фактически духовно работать в любое, как бы в любое время, в любом времени. И получается, что когда, например, ну, такая вот многосложная конструкция пространства управления начинает строиться, предположим, как система дальнейшего действия человека, то мы начинаем очень четко видеть и распознавать, что человек, в принципе, в своей форме уже изначально контролирует все системы, так же, как Бог. То есть форма человека — это и есть уровень как бы предупреждающего контроля. И в конечном итоге весь мир, он сводится к человеку. То есть чтобы успевать что-то, часто не обязательно бежать вперед, там, например, да, и, например, одевать шлем, чтобы сесть на мотоцикл. А достаточно бывает просто увидеть, как вообще мир движется в вашу сторону, к вашей форме. И вы начинаете видеть тогда обратную связь, как вы контролируете из своей фактически физической формы, да, контролируете процессы внешней реальности. И вот здесь возникает именно идеальный уровень контроля. Рассматривая свою форму, вы сначала попадаете как бы на внутренний мир. Чтобы вообще воспринять форму, надо сначала же пройти хотя бы через уровень восприятия.
уровень восприятия — это всегда ну, некое место, скажем, да, геометрическое, пространственность, так можно выразиться, чисто ну, ориентировочно, приближенно, тем не менее это близко к тому, где происходит духовное действие. Чтобы человек себя воспринял, он должен сначала понять, в каком пространстве он себя воспринимает. А ему очень знакомо, что в этом пространстве он думает, размышляет, там, да, и как бы некая кухня такая, действие, где именно ментальное, ну то есть не физическое действие как бы реализовывается. И из этого действия через систему восприятия возникает как бы следующее действие. То есть для Бога вот именно выделение именно не физического статуса, да, действия, где есть процесс мышления, как для самого там, чтобы научить людей, да, для самого Бога, и также и вот для того, чтобы научить человека, это очень важный вообще процесс именно универсальности действия, универсальности познания там, и вообще говоря, обучения. Потому что если суметь доказать, что любой нефизический процесс реализуется через физическое тело человека, ну, имеется в виду созидательный, да, то тем самым доказано будет, что ясно, что можно реализовать любую универсальную систему управления. Значит, ну это как бильярдный шар, да, и кей. Если доказать, что действие кия всегда приводит в движение шар, то получается, что мы имеем ну, некий закон, да, который связывает как бы кий и шар воедино в точке вот именно удара по шару. Но при этом мы можем вообще не рассматривать ни кий, ни шар, мы можем просто точку удара и рассчитать силу, да, взаимного давления. И сделать вывод, что вот произошел некий удар. Универсальность действия. Нам не важно, что там кий, шар, нам важно вот именно элемент давления в этой точке. Что есть универсализм? Это есть выборка, какая-то точечная выборка, да, в системе реальности. И вот представьте, вам нужно совершить какое-то действие, бесконечное количество величин в этом мире, и вы осуществляете, фактически сознанием, осуществляете выборку своего действия. То есть вы как бы себя практически находите в этом уровне, ну, глобальной, да, макрореальности, и берете себя, как бы выдергиваете и ставите в позицию решенной системы. То есть универсальное управление — это умение работать с самим собой путем даже внешних, дискретных, как бы механистических действий. В информации взять себя и поставить в уровень профессионального как бы деятеля. Но это тоже работа Бога, он тоже делает так, что человек успевает преодолевать какие-то там невзгоды, он умеет совершать в условиях хороших ситуаций, да, там великие дела и так далее. Но с точки зрения Бога он указывает человеку, а человек действует все-таки сам. Но и одновременно с точки зрения как бы внешнего наблюдателя это есть действие Бога, вот как бы, но в основе действия. То есть не то, что там Бог двигает за руку, да, человеку, а конкретно основа действия, которая видна всем, да, но при этом человек абсолютно свободен. И вот его точка зрения — это есть изначальная свобода человека, это есть реальность этого мира. А с точки зрения ну, там, коллективного сознания это уровень как бы некой платформы, потому что любое действие, например, в этом мире, оно проявлено оптически, и получается, что все возможные действия — это есть некая оптическая платформа, где человек как бы устойчив. То есть он опирается, например, на материальный носитель, на землю, движется по почве, там, по тротуару или там, в лифте и так далее. И получается, что когда мы вот это вот частное действие опять замыкаем на личный принцип человека, то есть ну, ставим просто вопрос так, что важнее, там, внешнее коллективное управление, где изначально понятно, что достаточно много информации, да, что это коллективным управлением собирается Земля, там, включая сознание Бога, там, вся реальность. И человек находится на Земле, тогда что важнее? Эта часть управления для человека или все-таки частный случай самого человека? То есть ответ совершенно прямой и однозначный. Бог же единый, он был изначально один, значит важнее все-таки частный уровень самого человека, да, первично. То есть человек существует в своей системе познания и воспринимает фактически
по большому счету только свои действия с точки зрения того, что именно вот по сегодняшней теме, где нужно достичь именно универсализма действия, то есть достичь какого-либо явления. Человек должен рассчитывать только на себя. Он может рассчитывать на других, там, поставив задание и так далее, но он же ставит задание. То есть есть какая-то точка, которая в сознании именно человека, которая говорит о том, что человек на определенном уровне все решает вообще сам. Для себя, там, для, в общем-то, других, да, например, помогает или что-то он там делает для других. И когда вы начинаете видеть вот эту точку, собственно говоря, там, самостоятельности, да, решения, личности человека, опять получается физическое тело человека, но уже в бесконечном развитии. То есть это определенная информация, точка там, в физическом теле, да, но именно вот так она выглядит. И когда вы начинаете, предположим, работать с точки зрения действия Бога, то получается, что Бог же, Он также рассчитывает на себя. И вот, например, если поставить вопрос, а как же тогда Бог, например, создает аналогию тому, как действуют люди, да? Человек может поручить другому человеку что-то сделать и так далее. То вот это вот понятие так называемого перепоручительства, это есть создание человека, который в дальнейшем сделает по личному уровню, да, какое-то действие. Вот разница в том, что Бог дает личное мнение. И это есть действие Бога. Если один человек поручает другому, то получается понятно, что действие человеческое, да, а действие божественное, когда, ну, скажем, так поручается, что это его личное действие, его личный выбор. И в этом действии он может находиться где угодно, и получается, что ему не обязательно там, получать задание какое-то, да, физически, он делает это сам. И вот когда принцип личной свободы сочетается с необходимостью или там задачей вот этого универсального действия, управления, вот здесь уже возникает именно корневой, как бы фундаментальный статус уже вот этого уровня универсального управления, где вы начинаете видеть свою личность настолько развитой, ну, скажем так, интеллектуально, морально, там, нравственно, что вы видите, что любую систему можно, насколько это нужно, там, увеличить. Например, нужно увеличить знания там, в какой-то системе. Взяли так, настроились и увидели, что для этого нужно, с точки зрения знания Бога, что технологии освоить, там, время какое-то потратить, потратили, освоили. Захотели сделать выборку пути, да, в развитии, именно многовариантном развитии, значит, и выбрали сразу, потому что вы уже имеете этот выбор. То есть вы не делаете долгих переборов, там, не анализируете, а просто идете по этой дороге, потому что это для вас естественно. То есть, а что здесь может быть нового, да, казалось бы? Ну, вот у человека есть какое-то количество действий, ну пусть, например, 100 вариантов свободы в период действий. Он может сделать 100 различных действий за 1 час. И тогда получается, что он же все-таки не может именно физически сделать там 1 миллион, да? То есть у него все равно количество вариантов для физического действия это какое-то конкретное количество вариантов. И поэтому, чтобы добиться одного варианта, который самый естественный, да, то разница, в общем-то, небольшая. Что сделать сначала 100, и все-таки среди 100 где-то там этот вариант реальный пройдет. Или все-таки лучше один вариант сделать, и сразу он пройдет. То есть в системе универсального управления, конечно, лучше сразу сделать в одном варианте, не перебирая. И мы можем мир спасти в любом случае только через именно конкретное, реальное управление, без перебора ситуации. То есть мы должны уметь сразу опознавать с точки зрения унифицированного, универсального управления, каким образом мы можем, например, ну, фактически как бы распознать истинный сигнал. И вот управление тогда действительно является универсальным, когда мы имеем, ну, практически такой уровень, что ваш собственный импульс, да, становится универсальным, когда вы
видите, что ваше физическое тело, там, ваш разум, интеллект всегда в нужное время могут достигнуть нужного критерия управления для вас и для вообще всех окружающих, для спасения мира и так далее. То есть получается, что сам универсализм действий исходит просто из того, что вы это можете, вы сами являетесь таким человеком. То есть любое ваше действие, оно универсальное. Ну, если вы обратили внимание, естественно, да, свободно, на какое-то событие, на какую-то задачу, вы делаете эту работу, но вы делаете так, что никто вас не заставляет, то есть это происходит естественно. И вот когда вот этот уровень естественности отработан, то понятно, почему так естественно реальность, да, внешний воздух, там, вода, Земля, планета вообще. То есть в чем уровень вот этой вот естественности? А в том, что то, что считается естественным, как бы определенные условия жизни, да, это все-таки есть уровень реализации определенного, ну, достаточно серьезного все-таки плана с точки зрения интеллекта, да, например, действий. Потому что столько явлений реальности вообще в жизни, получается, что здесь очень четко как бы проявлен, ну, почти единственный механизм там, да, для жизни человека в цивилизации. И получается, что если мы проследим вот эту вот структуру, что ли, всей реальности, наоборот, к себе, то есть мы постараемся в каждом явлении реальности выделить путь до какой-то универсальной точки. То есть в какой точке управления все явления изначально равны. Значит, мы просто берем какое-то явление реальности, там, например, там пасутся овцы где-то, да? Начинаем отсюда двигаться в структуру первичной точки, где все явления равны. То есть мы ставим, что через это понятие пасутся овцы реально в физической жизни, то есть это не картинка, вот они где-то конкретно пасутся в этот момент. И нам нужно выйти в ту точку, в какую придут явления со всех сторон. Затем там закипел чайник, например, там не взорвалась ракета и так далее. То есть начинаете двигаться все время в одно направлении именно универсализма, первичного импульса, из любого явления. И вот здесь как раз-таки получается, что отдаленные, то есть стратегические явления, которые очень далеки, как бы, да, от вас, там, в прогностике очень далеки, именно они создают универсализм, как бы вырабатывая вот эту вот потенциальную, что ли, энергию своеобразную, где вы учитесь или способны научиться к любому управлению. То есть бесконечно удаленная энергия, скажем, или там пространство событийное, это есть уровень, который позволяет вам сейчас точно делать управление. И вот когда вы вот эту вот бесконечную, что ли, такую своеобразную энергию начинаете двигать на себя, то вы получаете, что, ну, то управление, которое вот вы получаете за счет такой точки зрения, такого управления, так скажем, первичного, вы видите, что универсальным уровнем управления является также то, что любой контакт внешней среды с вами – это все-таки первично универсальный закон. И он заключается в том, что среда внешняя сначала предупреждает, как бы, да, там, объект управления, там, человека в той или иной форме. И затем уже происходит какое-то развитие среды. Имеется в виду все события вообще. То есть всегда существует предварительное предупреждающее действие. Поэтому в универсальном управлении следует вот это предупреждающее действие находить. Как с точки зрения человека, так и с точки зрения того, как это действие, например, предупреждающее, ну, как бы реализовывается к там другим уровням восприятия, да, другим субъектам действия. И когда вы начинаете видеть, что вот этот индивидуальный, как бы, уровень, который существует, например, у человека, он, ну, собственно говоря, проявлен как в частном случае, да, так и в общем, то вы достаточно четко начинаете видеть, что вот это вот так называемое предупреждающее действие, да, при любом событии, это, вообще говоря, целый механизм, который позволяет всегда человеку выправить ситуацию. И ведь логически понятно, перед тем, как действие происходит, существуют в событийных системах какие-то предварительные
элементы, да, информация, как некая конструкция, которая фактически она так построена, что она все равно является некой предварительной информацией о действии. Например, взять все явления реальности и расписать по конкретным там сферам или там каким-то, например, фигурам геометрическим любым. И когда вы начинаете видеть, что как бы в этом мире существуют однозначно, скажем, такие жесткие явления там, да, среды, как возможность там поэлементно рассмотреть события, то вот эта вот предуправляющая, да, предсобытийная среда, так скажем, позволяет четко увидеть, что все универсальные системы внешние, да, в конечном итоге упираются в тот элемент восприятия, который вы воспринимаете и физическим зрением, и духом, и душой, как бы, и всем уровнем личности. И тогда получается, что, исходя из этого, если мы имеем, такую достаточно универсальную, да, среду внешнюю, которая как бы имеет универсальный статус, и ваша реакция, она тоже унифицированная, например, да, вы, так скажем, именно вывели управление или ввели определенную мысль управления так, что именно так вы воспринимаете реальность, то вот именно полная универсальность с разных сторон — это и есть уровень, который позволяет вам смотреть за собой как бы извне. То есть универсальность внешняя, универсальность предуправления, стыковка управления и цель с предуправлением, да, и так далее. Есть же еще цель, а есть еще ведь понятие, которое до цели существует. Вот, например, если задаться вопросом, есть у человека цель управления, он хочет сходить в магазин, но возле цели существует масса других информационных возможностей. Он может, например, не ходить в магазин, он может делать вообще что-то другое, не связанное вообще никак с магазином, а там опять масса возможностей и так далее. И получается, что когда вы, например, действуете, делаете управление, такое, чтобы вам нужно обязательно, например, получить следующее управление, то, например, там, в спасении мира обязательно нужно, чтобы был следующий элемент развития времени, то есть обязательность действий. Здесь нужно уметь как бы завести сигнал между фазой там, предуправления и следующего действия так, чтобы вы могли управлять не только, например, следующим действием, но и фазой предуправления, то есть до следующего действия. То есть вы берете и как бы замыкаете одну возможную конструкцию до системы управления, и а та другая конструкция, она и так вам понятна, да? То есть в фазе предуправления вы вводите вот именно промежуточный некий фильтр, который соединяет именно два уровня. И из бесконечного количества предуправляющих систем вы выделяете единственное какое-то развитие. И, естественно, уже в управляющей системе у вас это развитие понятно, что оно единственное. И вот таким образом вы берете и вводите, да, путем логического действия какой-то сознательный элемент. Этот сознательный элемент — это и есть универсальность познания, универсальность управления. То есть это унифицированное действие ваше. Вот эта сфера, которая содержит в себе все явления там, вашей реальности, все возможные ваши действия, и содержит не просто в виде логической величины, да, а что вы смогли понять в каждом уровне, что вы делаете и зачем. То, что вы делаете и зачем, вроде, не то что вроде, а вообще говоря, всегда понятно логически, но вы должны увидеть внутренний, как бы, глубокий смысл с точки зрения именно практически бесконечного развития человечества, там, бесконечного развития любого элемента реальности. И тогда получается, что унифицированность — это умение осознать одновременно некую красоту внешней реальности, да, красоту природы, умение там, распознать любовь там, вовремя, так скажем, да, умение универсально, то есть в нужный момент, даже независимо от вас, чтобы любовь как бы проявлялась. Вот почему я ввожу понятие умения, да, что вы должны еще уметь распознать, что ваша любовь, она как бы обладает еще таким свойством, что ее надо еще уметь проявить.
То есть ее надо как бы сгенерировать из себя, получается. Да? Вот обратите внимание, что в этом управлении, универсальное управление, любовь может быть сгенерирована с физического тела. То есть как вообще возникает у человека любовь, откуда вообще она берется с точки зрения логики? Ну, понятно, в пространстве, да, информация Богом дается, а вот именно физически откуда она берется? И когда мы, например, ставим такой вопрос, то получается, что конструкция напоминает, ну, как бы следующее управление, что вот там с физического тела человека начинает вытягиваться вот этот, как бы, физический параметр, фактически, да, вот такой, как любовь. И получается, что да, тогда рождается человек следующий. И отсюда получается, вот когда тело генерирует любовь, просто вот как информацию, ясно, почему существует рождение людей, например, по половому признаку. Но любовь как универсальное управление, это очень мощное управление, и вот этот уровень универсализма в данном случае, да, унифицированности, это есть личное производство любви. То есть, поэтому, когда вы любовь как бы себя выделили, да, получается, значит, дальше вы можете, ну, под выделение подразумевая некую информационную систему как бы действия, но которая напоминает именно как бы продукт деятельности человека в плане всеобщего развития. То есть любовь — это все-таки определенный период, некий этап там, или продукт именно вот деятельности человека как такового. То есть никакого иного продукта как бы в этом мире, ну, реально, получается, нет. Вот именно по бесконечному статусу развития. Следовательно, раз человек выделяет в результате действия, кстати, любого созидательного действия, человек выделяет любовь в виде информации, то унифицированность именно такова в действии, что он может на данный признак любви найти однотипные системы в космосе, в пространстве и придвинуть эти системы к себе. То есть это, кстати, очень мощный механизм там оздоровления. Так можно вылечить очень такие там долго развивающиеся какие-то сложные процессы, хронические, потому что зафиксировав структуру любви свою, да, там перед человеком, например, или перед многими людьми, если это, например, там может быть там какая-то инфекционная система, то есть может так излечивать там эпидемии там гриппа и вообще любые другие вирусные какие-то проблемы, которые касаются многих людей. И вы можете выделить не только там по местности, по времени, но вы можете выделить там идеологически, что вот такая-то категория людей должна быть спасена там, например, там военно от бактериологического заражения. И получается, что когда вы видите вот этот вот уровень, ну, фактически развития, получается, любви в сторону однозначности действий в многовариантном мире, то получается основной уровень именно унифицированности это все-таки правильное, что ли, расположение любви, вот именно выделенное самим человеком. И когда вы вот эту сгенерированную, да, любовь вами начинаете в какую-то точку продвигать, вы видите, что вы теперь уже вы совершенно свободны внутренне. Вот этот признак свободы, он иногда сложный, да, но зато признак унифицированности действия здесь четко проявлен, потому что расположение любви именно, да, в пространстве информации, в пространстве знания, так скажем, вообще в пространстве как бы физическом. Вот, это уровень, который достаточно четко определяет там вашу внутреннюю позицию, то есть единственность действия. Любовь — это всегда единственная линия. Вашу систему там познания, да, вашу систему действий. И вот когда вы, например, в случае, если от лечения заболевания расположили такие системы в нужных местах, именно структуры ну, любви, например, создать любовь в нужной точке, да, такая задача, то ясно, что любое заболевание в этой жесткой статической системе, естественно, приходит в норму, потому что вы как бы нормируете за счет того, что вы делаете время неограниченным в этой среде. Потому что расположенная даже в разных точках любовь создает определенное свойство пространства, такое как неограниченность. И если вы вводите туда это
управление вокруг некого заболевания, то неограниченность это значит, в принципе, вечное время для решения вопроса, да? Большое, огромное количество времени. Значит, получается, что ясно, что вы, естественно, излечиваете процесс, ну, как бы даже не надо тратить усилия, да? Особенно не притрагиваясь. То есть создание внешнего управления – это тоже признак унифицированности действия. Причем такого управления, которое не то, что там прямо затрагивает интересы объекта информации, а просто-навсего показывает, что данный объект информации, ну, как бы находится в неком таком силовом пространстве, что он там защищен, и у него происходят какие-то определенные совершенно конкретные созидательные действия, прежде всего для всего мира, потом там ему самому и так далее. Если он делает что-то для других людей, там полезно в этот момент, значит, это тоже должно быть проявлено. То есть учет всех факторов – это тоже один из признаков именно унифицированного управления. И технологически, чтобы, например, сделать управление таким, что вы, там, скажем, развиваете бесконечное будущее, да, себя, ну, окружение, там, скажем так, и действуете там на планету, на растения, ну, на какие-то земли, моря, океаны и так далее, вакуум, ваше управление распространяется, тогда получается, что вы приходите к тому, что вот именно понятие унифицированности управления – это еще умение соединить частное, то есть простое к пониманию, к осваиванию понятие, и бесконечное. То есть бесконечность заключается в том, что в любом действии существует стыковка какой-то конечной величины, да, и бесконечной, но вот именно в период стыковки вы, вообще говоря, проявляетесь именно как полный универсал действия на самом-то деле. Потому что, если так можно выразиться, когда человек именно универсал, там, то есть, ну, там, мастер, условно говоря, на все руки, и вы можете делать все, что угодно, то конвертация конечной величины в бесконечную, это входит в рамки уже ваших, как бы, обязанностей тогда. И когда вы начинаете видеть вот этот уровень перехода, да, своеобразной конвертации, то вы, увидев там даже один раз, часто быстро привыкаете к такому положению вещей, что тело человека это есть тоже определенный, как бы, конвертер, фактически, бесконечной величины в конечную или там наоборот. То есть тело всегда находится в динамике, ну, информационной, как бы, динамике по отношению между любыми объектами информации. То есть вот есть, например, там диктофон, компьютер, взаимодействие между этими системами возможно, значит, наличием именно физического тела человека. И когда вы начинаете эту систему анализировать, то вы можете видеть, как гравитационный, например, принцип может там быть уменьшен, да, или там он может исчезнуть на какие-то миллисекунды в нужной точке управления. И если вы хотите гравитационный, ну, как бы, принцип все-таки сделать не влияющим там на какую-то деятельность, работу и так далее, то в принципе можно сделать таким образом, что рассмотреть, где можно уменьшить гравитацию, потому что взаимодействие между элементами это есть как, ну, как конвертер работает физическое тело человека, форма тела. И если вы форму тела, да, как бы идеальную форму научитесь стыковать с собой, то есть есть там, скажем, условно какое-то вот именно идеальное, ну, если так можно выразиться, действие в этой конструкции. То есть, ну, проще говоря, все системы управления, они совпадают, и получается, что вы имеете, ну, некую такую идеальную, что ли, систему некого образа, который при совмещении показывает, например, там, как жить вечно, да, физическому телу. То есть идеальное тело, тело физическое, идет наложение, получается, видно, что в каждом уровне управления, что нужно делать, чтобы была именно вечная жизнь, вечное развитие. Так вот, здесь получается, что чтобы, например, идеальная конструкция совпадала, да, с реальной в нужный момент времени, нужно, чтобы было еще унифицированное внешнее пространство управления. То есть вы должны уметь, ну, когда вот тело используется как конвертер, да, преобразование информации, уметь сделать так, чтобы вот это преобразование было общедоступным. То есть вот в моем как раз учении
о Боге в данной концепции именно управления унифицированного плана, видно, что именно вот преобразование через тело человека — это есть то, что формирует и тело, и физическую реальность. То есть в этом уровне управления человек становится по типу того, как действует Бог, он становится и, значит, ну, личностью, так скажем, контролирующей физическое тело человека, а также личностью, контролирующей вот этот процесс преобразования пространства через тело человека. И вот если мы хотим в данной концепции понять тогда, как происходит вообще в целом взаимодействие между элементами реальности, да, то есть внутренние органы. Вот взаимодействие между ними — это такое же взаимодействие, как и между внешними элементами реальности. То есть, чтобы пройти там через какую-то пещеру, лес там и так далее, надо просто прислушаться к себе, посмотреть, как идет взаимодействие внутренних органов с точки зрения текущего времени, и вы поймете, как идти. То есть организм показывает фактически при его анализе, таком информационном, скажем, анализе, показывает именно единственность пути, и путь точный, потому что взаимодействие, ну, как бы систем во внутренних органах человека, в жесткой статичной системе, всегда это путь контролируемый, да, через сознание. И поэтому получается, что мы имеем специальный как бы набор органов, да, специальные функции, чтобы вот этот процесс конвертации как бы информации через физическое тело человека, чтобы этот процесс, он, ну, фактически был общедоступным, понятно, чтобы этот процесс был понятен, ну, в самой структуре действия, потому что когда вы его понимаете в своей самой именно структуре действия, то у вас получается, что фактически, ну, так скажем, вы уже полностью контролируете процесс, то есть самого себя. И когда вы уже контролируете, то вот следующим уровнем уже именно унификации, унифицированности, так скажем, управления является то, что вы видите, что Бог, Он тоже себя контролирует всегда. То есть вы начинаете понимать Его точку зрения. И вот когда вы видите унифицированность во всех проявлениях, включая там унифицированность Бога, как, скажем, личности действующей, да, там, как объекта действия, так скажем, с точки зрения, ну, различных там макровеличин, то получается, что исходя из этого, вы видите, что вот именно унифицированность, которую вы, ну, как бы, причем та, где вы, например, рассматриваете, что любой объект — это есть все-таки действие Бога, по большому счету, если внутрь объекта долго заходить, вы увидите все равно Бога изначального, да? То есть любой уровень управления — это все-таки есть уровень бесконечного движения. То есть унификация — это бесконечное развитие в данном смысле. И когда вы начинаете видеть, что вот бесконечное развитие — это есть, ну, в общем-то, все более точное, скажем, да, все более там, как бы правильно именно на уровне событий, вот, восприятия Бога, то есть можно, ну, как бы боковым зрением воспринимать Бога и делать то же самое, да, что делает Бог. И когда вы научитесь работать именно синхронно, то есть ваши действия уже будут настолько адаптированы к действию Бога, что со стороны даже они не будут там привлекать какого-то внимания, то получается, что вы дошли до уровня совершенно полной унификации управления, когда ваши действия, да, и действия Бога — это пусть по отношению даже к каким-то конкретным вообще задачам, не вообще, а вот именно вы научились настолько точно в каком-то одном, пусть даже действии, чтобы этих различий не было, то значит вы уже действительно достигли совершенно там унифицированного управления. И данная унификация, она такова, что, конечно, событие само по себе совершается, потому что вы этот механизм настолько универсально отработали, что он все равно осуществится. И вот этот уровень, кстати, очень важен именно для технологии
вечного развития, потому что унификация, то есть гарантия осуществления действия, позволяет уже совершенно уверенно, там, прочно смотреть именно даже сразу как бы на бесконечное развитие и видеть прогнозную фазу. То есть это очень много следствий вот от этих технологий именно унификации. Когда вы понимаете, что унифицированное действие это уже и есть, по сути-то, и бесконечное развитие. В качестве практики управления здесь можно через унификацию самого действия, там, личного действия, да, самообучения, просто добиться конкретных управляющих систем и посмотреть, что в этом случае цель, которая реализовалась, становится все более как бы унифицированной, все более пролонгированной на бесконечное развитие. То есть даже ваше действие, да, создает уровень для бесконечного развития. Поэтому работать унифицированно это полезно даже с точки зрения обучения, там, передачи информации всем свойствам, да, внешней реальности, в первую очередь человеку. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Спасибо.